Всего 3 капли. Представляете? Но именно 3 крошечные капли определенного масла, принимаемые ежедневно, могут запустить такую мощную трансформацию в вашей сосудистой системе, что проблемы с кровотоком, мучившие вас годами, просто исчезнут как утренний туман. Ваш организм прекрасно знает, как исцелить себя, восстановить оптимальную циркуляцию крови и вернуть ту твердость и жизненную силу, которые вы считали потерянными навсегда. Ему просто нужен правильный сигнал, правильные соединения, и эти соединения существуют в концентрированной форме, в определенных маслах, о которых большинство мужчин даже не слышали. Кстати, вы можете задать мне абсолютно любой вопрос в комментариях, даже самый деликатный, и я обязательно отвечу каждому из вас лично. Добро пожаловать на мой канал. Я Ксения Хромова, специалист по мужскому здоровью. И сегодня мы исследуем нечто революционное, что полностью меняет подход к здоровью сосудов и мужской функции. Мы не говорим о восполнении дефицита витаминов или поддержке какого-то одного механизма в организме. Речь идет о маслах, содержащих настолько мощные биоактивные соединения, что всего 3 капли запускают каскадные эффекты по всей вашей сосудистой системе, буквально перепрограммируя работу кровеносных сосудов. Масло номер 1, о котором вы обязательно должны знать, это концентрированное масло косточек граната. И прежде чем вы подумаете, что это то же самое, что гранатовый сок из супермаркета, позвольте объяснить разницу. Масло косточек граната извлекается непосредственно из семян и содержит невероятно высокие концентрации пуниковой кислоты, уникальной омега-5 жирной кислоты, которая практически не встречается больше нигде в природе. Пуниковая кислота оказывает на сосудистую функцию эффекты, которые без преувеличения можно назвать поразительными. Когда вы употребляете даже небольшое количество этой жирной кислоты, она встраивается в клеточные мембраны эндотелиальных клеток, тех самых клеток, которые выстилают ваши кровеносные сосуды изнутри. После встраивания пуниковая кислота фундаментально меняет работу этих клеток. Она усиливает их способность производить оксид азота, главную сигнальную молекулу для расширения сосудов. Она защищает клетки от окислительного повреждения, нарушающего их функцию, и уменьшает воспалительные сигналы, вызывающие дисфункцию эндотелия. Исследования показали, что масло косточек граната увеличивает производство оксида азота на 40% всего за несколько часов после приема. Это не какой-то едва заметный эффект, это драматическое усиление основного механизма, контролирующего расширение кровеносных сосудов и кровоток. Эффекты проявляются как немедленно, так и накопительно. Вы получаете острое улучшение кровотока в течение нескольких часов, а при постоянном ежедневном использовании базовая функция эндотелия прогрессивно улучшается неделя за неделей. Доза, производящая эти замечательные эффекты, удивительно мала. Всего 3 капли, примерно 150 мг высококачественного масла косточек граната обеспечивают достаточное количество пуниковой кислоты для запуска значительных сосудистых эффектов. Вы можете принимать капли прямо под язык для быстрого всасывания или смешивать их с небольшим количеством воды или сока. Время приема менее важно, чем регулярность. Некоторые мужчины предпочитают принимать свои 3 капли утром с завтраком, другие перед сном. Оба подхода работают, хотя прием масла с едой, содержащей немного жира, улучшает всасывание, поскольку это жирорастворимое соединение. Качество масла косточек граната критически важно. Вам нужно органическое масло холодного отжима, извлеченное именно из косточек, а не смесь или разбавленный продукт. Чистое масло косточек граната имеет глубокий красно-оранжевый цвет и слегка ореховый терпкий аромат. Прежде чем продолжить слушать, ответьте честно, пробовали ли вы когда-нибудь натуральные масла для улучшения кровообращения, или это для вас совершенно новая информация? Напишите в комментариях, мне важно понимать ваш уровень знаний. Теперь поговорим о втором мощном варианте масла. Это масло черного тмина, также известное как масло чернушки посевной.
Это масло использовалось в медицинских целях тысячи лет, и современные исследования точно показывают, почему оно так эффективно для сосудистого здоровья и мужской функции. Масло черного тмина содержит тимохинон, соединение с выдающимися противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Тимохинон уменьшает хроническое воспаление, повреждающее кровеносные сосуды и способствующее эндотелиальной дисфункции. Он также нейтрализует свободные радикалы, разрушающие оксид азота, позволяя оксиду азота, производимому вашим телом, оставаться активным дольше и оказывать более сильные эффекты. Но масло черного тмина делает кое-что еще, особенно важное для мужской функции. Оно, похоже, имеет прямое влияние на производство тестостерона. Множественные исследования показали, что добавление масла черного тмина увеличивает уровень тестостерона. Причем некоторые исследования показывают увеличение от 15 до 25% после 8-12 недель ежедневного использования. Механизм не полностью понятен, но, по-видимому, включает как защиту клеток Лейдига от окислительного повреждения, так и усиление сигнальных путей, стимулирующих синтез тестостерона. Более высокие уровни тестостерона напрямую поддерживают лучшую мужскую функцию через множественные пути. Тестостерон влияет на либидо, поддерживает нейронные пути, участвующие в возбуждении, и поддерживает здоровье эректильной ткани. Когда вы сочетаете прямые сосудистые преимущества масла черного тмина с его эффектами поддержки тестостерона, вы получаете комплексное усиление мужской функции. Эффективная доза масла черного тмина также удивительно мало. 3 капли, примерно от 150 до 200 мг, обеспечивают достаточное количество тимохинона и других биоактивных соединений для производства измеримых эффектов. Как и масло косточек граната, масло черного тмина можно принимать напрямую или смешивать с небольшим количеством жидкости. Мой пациент Николай Петрович, 67 лет, рассказывал, что после 2 месяцев приема масла черного тмина почувствовал себя лет на 15 моложе. Его супруга даже спросила, не начал ли он втайне принимать какие-то препараты, настолько заметными были изменения. Качество имеет огромное значение при выборе масла черного тмина. Вам нужно масло холодного отжима из семян чернушки посевной, предпочтительно органическое. Масло должно быть от темно-янтарного до черного цвета и иметь характерный, несколько острый аромат. Масло черного тмина низкого качества может быть разбавлено другими маслами или извлечено с использованием тепла или растворителей, что снижает его терапевтическую ценность. Давайте обсудим третий мощный вариант масла облепихи. Это масло менее известно, чем гранатовое или масло черного тмина, но оно имеет уникальные свойства, делающие его исключительно ценным для сосудистого здоровья. На самом деле существует 2 вида облепихового масла – из семян и из плодов. Для наших целей мы фокусируемся на масле семян, которое имеет наиболее мощные эффекты на циркуляцию и сосудистую функцию. Масло семян облепихи содержит необычный набор жирных кислот, включая омега-3, омега-6, омега-7 и омега-9 в соотношениях, которые особенно полезны для сосудистого здоровья. Жирные кислоты омега-7, особенно пальмитолеиновая кислота, довольно редки в диетических источниках и имеют специфические эффекты на уменьшение воспаления в стенках кровеносных сосудов. Исследования масла облепихи показали, что оно улучшает множественные маркеры сердечно-сосудистого здоровья. Оно снижает общий холестерин и холестерин липопротеинов низкой плотности, одновременно увеличивая холестерин липопротеинов высокой плотности. Оно снижает триглицериды, которые при повышении способствуют сосудистой дисфункции. Оно улучшает артериальную гибкость и уменьшает артериальную жесткость. И оно усиливает эндотелиальную функцию через множественные механизмы. Масло облепихи также поддерживает здоровье слизистых оболочек по всему телу, что актуально, потому что здоровые слизистые оболочки в мочеполовом тракте поддерживают лучшую функцию и чувствительность. Некоторые мужчины сообщают о повышенной чувствительности и удовольствии при регулярном использовании масла облепихи, вероятно, связанном с этими эффектами на слизистые оболочки.
Эффективная доза составляет 3 капли ежедневно, примерно 150 миллиграммов. Масло семян облепихи имеет мягкий, слегка ореховый вкус, который большинство мужчин находят приятным или, по крайней мере, терпимым. Теперь поговорим об экстракте коры сосны, хотя технически это экстракт, а не прессованное масло. Экстракт коры сосны, особенно из французской морской сосны, содержит проантоцианидины, которые имеют глубокие эффекты на сосудистую функцию. Эти соединения усиливают производство оксида азота, защищают кровеносные сосуды от окислительного повреждения и улучшают гибкость и отзывчивость артериальных стенок. Исследования экстракта коры сосны и мужской функции особенно впечатляющие. Множественные исследования показали, что мужчины, принимающие экстракт коры сосны, испытывают значительные улучшения твердости. Причем некоторые исследования показывают, что от 70 до 80% участников сообщают о восстановлении нормальной функции после нескольких месяцев ежедневного использования. Результаты настолько убедительные, что многие урологи в Европе рекомендуют это средство в первую очередь. Давайте обсудим масло вечерней примулы, которое содержит высокие концентрации гамма-линоленовой кислоты, омега-6 жирной кислоты с уникальными свойствами, противовоспалительными свойствами. Хотя большинство омега-6 жирных кислот считаются провоспалительными, гамма-линоленовая кислота отличается. Она превращается в организме в соединения, которые фактически уменьшают воспаление и поддерживают сосудистое здоровье. Масло вечерней примулы изучалось главным образом для гормональных проблем и здоровья кожи, но новые исследования предполагают, что оно также имеет преимущество для сердечно-сосудистой функции. Гамма-линоленовая кислота уменьшает воспалительные маркеры, улучшает эндотелиальную функцию и поддерживает здоровую регуляцию кровяного давления. Некоторые мужчины также сообщают об улучшении настроения и устойчивости к стрессу при регулярном использовании масла вечерней примулы. Теперь поговорим о масле огуречника, которое похоже на масло вечерней примулы, но содержит еще более высокие концентрации гамма-линоленовой кислоты. Масло огуречника обычно содержит от 20 до 25% этой кислоты по сравнению с 8–10% в масле вечерней примулы. Это делает масло огуречника более мощным, позволяя меньшим дозам достигать аналогичных эффектов. Противовоспалительные эффекты гамма-линоленовой кислоты из масла огуречника особенно полезны для мужчин, чьи сосудистые проблемы вызваны хроническим воспалением. Воспаление повреждает эндотелиальные клетки, снижает доступность оксида азота и способствует образованию бляшек. Устраняя эту основную воспалительную причину, масло огуречника поддерживает комплексные улучшения сосудистого здоровья. Давайте обсудим создание ротационного протокола, используя разные масла в разные дни для обеспечения комплексной сосудистой поддержки через множественные механизмы. Вы можете использовать масло косточек граната в понедельник, среду и пятницу для его мощных эффектов повышения оксида азота. Вторник и четверг вы используете масло черного тмина для его противовоспалительных и поддерживающих тестостерон свойств. В субботу вы используете масло облепихи для его уникального профиля жирных кислот. В воскресенье вы используете экстракт коры сосны для его содержания проантоцианидинов. Эта ротация гарантирует, что вы обращаетесь к сосудистому здоровью с разных углов, а не полагаетесь на один механизм. Альтернативно, некоторые мужчины предпочитают комбинировать несколько масел, принимая по одной капле 3 разных масел ежедневно, а не 3 капли одного масла. Например, вы можете принимать 1 каплю масла косточек граната, 1 каплю масла черного тмина и 1 каплю масла облепихи каждое утро. Этот комбинированный подход обеспечивает одновременную поддержку через множественные пути. Все масла, которые мы обсуждаем, жирорастворимые, что означает, что они лучше всего усваиваются при употреблении с едой, содержащей немного жира. Прием этих масел на пустой желудок приводит к плохому всасыванию и сниженной эффективности. Простая стратегия – это принимать ваши 3 капли масла с завтраком или самым большим приемом пищи дня.
Диетический жир в вашей еде запускает высвобождение желчных кислот, которые эмульгируют жиры и драматически улучшают их всасывание. Даже небольшое количество диетического жира, возможно, от 10 до 15 граммов, достаточно для значительного усиления всасывания масла. Еще одна стратегия для максимизации всасывания – это принимать капли масла сублингвально, то есть под язык. Слизистые оболочки под вашим языком позволяют прямое всасывание в кровоток, обходя первичный метаболизм в печени. Это сублингвальное всасывание может производить более быстрые эффекты и может обеспечить лучшую биодоступность для некоторых из этих масел. Для использования сублингвального введения поместите 3 капли прямо под язык и держите их там от 60 до 90 секунд перед глотанием. Давайте поговорим о временной линии эффектов, потому что понимание того, когда ожидать результаты, помогает с соблюдением режима и реалистичными ожиданиями. Со всеми этими маслами есть как острые, так и накопительные эффекты, но временная линия несколько различается между маслами. Масло, косточек граната и экстракт коры сосны обычно производят самые быстрые заметные эффекты. Многие мужчины сообщают о чувстве увеличенного тепла и циркуляции в течение нескольких часов после первой дозы. Эти острые эффекты становятся более надежными и выраженными при ежедневном использовании в течение первых 2-4 недель. Масло черного тмина работает более постепенно. Начальные эффекты на воспаление и антиоксидантный статус начинаются в течение дней, но эффекты поддержки тестостерона обычно требуют от 4 до 6 недель, 8 недель последовательного ежедневного использования, чтобы стать очевидными. Большинство мужчин замечают улучшение в энергии, либидо и функции примерно на 6-8 неделе с маслом черного тмина. Василий Иванович, 65 лет, поделился, что первые изменения почувствовал через 3 недели, а через 2 месяца жена сказала, что он помолодел на 10 лет. Масло облепихи, масло вечерней примулы и масло огуречника также работают более постепенно, с их эффектами, накапливающимися в течение недель, а не производящими драматические острые преимущества. Сердечно-сосудистые улучшения, уменьшенное воспаление и усиленная сосудистая функция развиваются прогрессивно с последовательным ежедневным использованием в течение 1-3 месяцев. Ключ со всеми этими маслами – это последовательность. Прием 3 капель ежедневно без пропусков производит намного лучшие результаты, чем спорадическое использование больших количеств. Накопительные эффекты приходят от обеспечения вашего тела постоянным запасом этих полезных соединений день за днем, позволяя вашей сосудистой системе прогрессивно восстанавливать оптимальную функцию. Теперь давайте обратимся к хранению и сроку годности, что важно для поддержания мощности и эффективности этих масел. Все масла, которые мы обсуждаем, содержат ненасыщенные жирные кислоты, уязвимые к окислению. Воздействие тепла, света и воздуха заставляет эти масла разрушаться, теряя свои полезные свойства и потенциально становясь вредными через образование окислительных побочных продуктов. Храните все эти масла в темных стеклянных бутылках, предпочтительно янтарных или темно-синих, которые блокируют свет. Держите их в прохладном месте, в идеале в холодильнике. Многие из этих масел станут несколько густыми или даже затвердеют при охлаждении, но это не вредит им. Просто позвольте бутылке постоять при комнатной температуре несколько минут перед использованием, и масло вернется в жидкую форму. После открытия используйте эти масла в течение 3-6 месяцев для оптимальной мощности. Малые дозы, о которых мы говорим, всего 3 капли ежедневно, означают, что даже 30-граммовая бутылка длится примерно 2 месяца, что хорошо в пределах окна стабильности после открытия. Никогда не покупайте эти масла в прозрачных стеклянных бутылках или пластиковых контейнерах. Никогда не покупайте масла, которые не имеют даты истечения срока годности или даты производства на этикетке. И никогда не используйте масла, которые пахнут прогорклыми или неприятно, так как окисленные масла могут фактически способствовать воспалению, а не уменьшать его. Давайте обсудим стандарты чистоты и качества, которые вы должны требовать при покупке этих масел.
Для всех масел, которые мы обсудили, органическая сертификация важна, потому что остатки пестицидов накапливаются в маслах и могут противодействовать полезным эффектам, которые вы ищете. Холодный отжим или отжим экспеллером необходим, так как тепло и химическая экстракция повреждают деликатные соединения, которые обеспечивают терапевтические преимущества. Стороннее тестирование на чистоту и мощность ценно, когда доступно. Некоторые премиум-производители масел предоставляют сертификаты анализа, показывающие содержание ключевых активных соединений и подтверждающие отсутствие загрязнителей, таких как тяжелые металлы, пестициды или растворители. Цена часто является индикатором качества с этими специальными маслами. Чрезвычайно дешевые масла почти наверняка разбавлены менее дорогими маслами-носителями или извлечены с использованием низших методов. Теперь давайте обратимся к потенциальным побочным эффектам и противопоказаниям, потому что даже натуральные масла могут иметь эффекты, которые могут быть проблематичными в определенных ситуациях. Для большинства мужчин эти масла чрезвычайно хорошо переносятся без побочных эффектов. Однако есть некоторые соображения. Мужчины, принимающие препараты для разжижения крови, должны проконсультироваться со своим врачом перед регулярным использованием этих масел, особенно масла черного тмина и масла вечерней примулы. Мужчины с тяжелым заболеванием печени должны проявлять осторожность с любыми концентрированными добавками или маслами. Мужчины с известными аллергиями на семена должны быть осторожны, особенно с маслами семян. Давайте поговорим о сочетании этих масел с другими сосудистыми поддерживающими вмешательствами для синергетических эффектов. Эти масла работают исключительно хорошо наряду с техниками точечного давления, травяными чаями и другими натуральными вмешательствами. Каждый подход работает через разные механизмы, и использование их вместе создает более комплексную сосудистую поддержку, чем любое отдельное вмешательство. Например, вы можете принимать 3 капли масла косточек граната каждое утро, пить свекольный сок за 60 минут до предполагаемой активности и выполнять стимуляцию точек давления вечером. Этот мультимодальный подход обращается к сосудистому здоровью через питательную поддержку, острое расширение сосудов и неврологические рефлексы одновременно. Масла также могут дополнять фармацевтические вмешательства при необходимости. Наконец, давайте обсудим инвестиции и экономическую эффективность этого подхода. Высококачественные терапевтические масла дороги обычно стоят от 2 до 5 тысяч рублей за 30 граммов. Однако при ежедневной дозе в 3 капли 30 граммов хватает примерно на 2 месяца, делая ежемесячную стоимость от 1 до 2,5 тысяч рублей. Когда вы сравниваете это со стоимостью фармацевтических вариантов, которые могут стоить от 5 до 15 тысяч рублей ежемесячно, масла представляют экономически эффективную альтернативу для многих мужчин. Кроме того, масла поддерживают общее сосудистое здоровье с преимуществами, которые выходят за пределы только мужской функции. Для мужчин, серьезно настроенных на восстановление и поддержание оптимальной сосудистой функции, инвестиции в высококачественные концентрированные масла представляют одно из самых экономически эффективных и способствующих здоровью вмешательств. Спасибо, что остались со мной до конца этого подробного руководства. Если вы нашли эту информацию ценной, пожалуйста, подпишитесь на мой канал для получения дополнительных научно обоснованных натуральных стратегий здоровья. До следующей встречи. Помните, что иногда самое мощное лекарство приходит в самых малых дозах, и 3 капли правильного масла могут запустить трансформации, которые казались невозможными.